Вот тут в горсаду видно, что недавно такая ветка огромная свалилась. Надеюсь, все живы и целы. Посмотрите, какая ветка. Вот это точно и убить, и покалечить может. Всем привет из летней, июльской Одессы. Сразу начинаем с такого пешеходного. Такие пешеходные, как говорят, на все 4 стороны. Не везде есть. Но у нас в Одессе есть. Всем привет из Одессы. Приехала в центр, а в центре, как обычно, шумно. Здесь разрыли немного Приморский бульвар. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Какая прелесть! Вечер. Здесь только что играла мелодия у Черного моря. Но, к сожалению, я вам не могу ее включить. Но звучит это очень красиво все. И аж немного наворачиваются слезы. Иду сейчас, да, спокойно, тихо, нету тревог, парочки отдыхают, просто люди отдыхают, да, и так хочется уже, конечно, чтобы не было никаких тревог, и у нас было мирно, без каких-либо ракет и шахедов. А вот мы с вами и подходим к интереснейшему месту. Давно не секрет, что здесь, на Приморском, прямо на Приморском бульваре, была часть крепости Хаджибей, которая существовала здесь до Одессы. И сейчас, в последнее время, вообще ведутся споры, когда же реально праздновать день рождения Одессы. То ли день рождения праздновать, то ли то, что Одессе 200 лет, то ли считают, исторически доказывают то, что Одессе 600 лет и более. И вот видите, здесь ведутся раскопки, и уже разрыли, видно, вот реально видно, я не один раз в жизни была в крепостях, и прямо из такого камня, похожего, они и строились. Так что вот исторические факты, что Хаджибей здесь существовал. Но говорят то, что до Хаджибея здесь еще 2000 лет назад кипела жизнь, и чем глубже копают, тем больше античной посуды находят. Интересно заглянуть немножко в прошлое. Я читала, что здесь даже хотят создать, знаете, такой открытый музей под стеклом, чтобы каждый мог посмотреть, заглянуть, так сказать, в прошлое Одессы. И здесь, кстати, на Приморском есть уже подобная витрина. Я вам ее тоже покажу. Здесь на Приморском бульваре есть участки, которые никогда не застраивались домами, поэтому можно найти наследие античного, средневекового и, так сказать, османского мира. И, кстати, направление раскопок отвечает одной из расположений башни Хаджибея. Вот так вот я нашла такую информацию в интернете. Поэтому здесь написали: вибачте за тимчасові незручности. Но, вы знаете, интересно сюда заглянуть и на это посмотреть. Посмотрим, что же здесь еще найдут. Земли здесь много нужно копать. Я думаю, работенки еще на много времени. Мне кажется, чтобы мы раскапывали вообще глубоко те места, где мы живем, сколько бы всего интересного можно было найти. Ох, и хотят же, чтобы все поехали на экскурсии. На Потемкинской движение, но вниз я не пойду. Вот, всех запрошивают. Дюка нашего не открывают и неизвестно, когда откроют. Хотят, чтобы он сохранился и не пострадал от обстрела. Вот никто, конечно, не сомневался, что в этом Макдональдсе не будет места, особенно в сезон, потому что, как вы видите, 100% посадка, занято все. И думаю, еще в очереди надо постоять, чтобы сесть. Вот когда в городе тихо, спокойно, мне вспоминается наша довоенная жизнь. И так хочется, чтобы мы поскорее к ней вернулись. Для тех, кто... Многие думают, что Одесса не очень большой город, но на самом деле Одесса – это третий по количеству населения город в Украине. Первый – это Киев, а второе – это Харьков, и третье – это
Третий город – это Одесса. Поэтому, несмотря на то, что площадь у Одессы не очень большая по сравнению, допустим, с Киевом, тем не менее, город считается третьим по величине в Украине. Сейчас я вам покажу, куда едет экскурсия. Мы туда тоже с вами направляемся. А вот куда приехала экскурсия. Мы тут тихонечко подкрадываемся. Они уже уезжают, пока я дошла. Сейчас я вам покажу оптическую иллюзию. А это дом с одной стеной. Вы видите, он идет вот таким треугольником. Это местная достопримечательность Одессы. Сюда всегда приезжают экскурсии. Видите, если стать с этой стороны, то кажется, что в доме одна стена. Но на самом деле, когда его строили, таким образом просто хотели сэкономить. Но получилась оптическая иллюзия. Пока я дошла до конца дома, уже приехала к этому дому вторая экскурсия. Я же говорю, местная достопримечательность. Не все знают, где находится. Это вообще в центре. Это вообще находится возле Приморского бульвара. Поэтому легко найти это место. Видите, туристам рассказывают, почему это дом с одной стеной. Еще одна машинка. Слушайте, ну много в Одессу людей приезжают, потому что, видите, бесконечно просто едут экскурсии. А, это пустая машинка, просто круг делает. Ну, конечно же, фоточка с достопримечательностью. Я вспоминаю себя, как я до войны куда-то ездила, да, в какое-то путешествие в страну или в город, и тоже хотелось все сфотографировать, покупала экскурсии с какими-то достопримечательностями. Это я еще тогда не была блогером. А сейчас мой отдых бы выглядел совершенно по-другому, потому что мне все бы хотелось вам, конечно же, показать. Ну, без кота из жизни-то. Да, кошечка? Это кошечка. В хорошем районе живет. На жизнь не жалуется. Ой, к сожалению, все время напоминает о войне. Флаги. У нас сегодня в городе день траура, потому что прилетела ракета вчера и лишила жизни людей. 4 людей, много пострадавших. Это, конечно, огромное горе и большая потеря для всех украинцев. Вот такая витрина у нас есть на Приморском бульваре. И, видите, пользуется популярностью среди туристов. Сейчас я вам о ней расскажу, и мы даже можем туда заглянуть. Ага, вижу, мальчик пытается бросить даже денежку на удачу. О, тут уже прибавилось денег. Одно время вообще не было. А сейчас снова набросали. И смотрите, кто-то бросил целых 500 гривен. Там, ой-ой-ой. Так, мне теперь интересно, все смотрят на античные раскопки или на то, кто сколько денег сюда набросал? Потому что я вижу, здесь есть и доллары, ну, я не знаю, они реальные или, возможно, даже фальшивые. Так-то и не поймешь. А, фальшивые. Я думаю, фальшивые. Хоча, гроші це бруд, але дуже лікувальний. Класс. Такая надпись. Я-то думала настоящая. Так, а здесь что? Это тоже не настоящее. Двадцаточки, дверью настоящие. Здесь недавно не было денежек, я так вижу, прибавляются. Видите, это античное поселение. Раскопки еще проведены в 2008 году. Можете поставить видео на паузу, почитать, кому интересно. Вот все со стороны оперного. Сейчас свежо, похолодало. Вообще ощущение, что будет сейчас вот-вот дождик. Там, видите, небо такое синее. И поскольку не так жарко, то куда все идут? Вечером, после пляжа, все идут, спускаются куда-то к Приморскому бульвару, гуляют по Дерибасовской, гуляют в районе оперного. Смотрите, какие у девочек классные шарики, курочки. Здесь тоже снимают, видимо. Не знаю, может для какой-то рекламы, может блогеры. Девочки веселенькие.
Класс. Ой, хотя бы у детей было как можно счастливее детство, потому что дети практически не знали мирной нормальной жизни без вот этого ужаса. Ну, сами понимаете, оперный театр – это одно из тех мест, где фотосессии просто не заканчиваются. Здесь поставили киоски с мороженым и с напитками. Вот что почем могу вам показать. Мохито примерно по 120 гривен, лимонады 110, 120 в среднем цены. Так, о, даже аперольчик можно выпить за 185 гривен. Так, можно возле оперного театра с таким замечательным видом, конечно же, съесть шарик мороженого. Здесь его тоже большой ассортимент. И 80 гривен шарик стоит. Все фотографируются. Я же говорю, это место для фотосессий. Целыми семьями люди приезжают отдохнуть в Одессу. Так, а вот цены на кофе. И чай. Сегодня в Одессе была тяжелая бессонная ночь. У нас были бесконечно тревоги, бесконечно на город и на Одесский район летели то ракеты, то шахеды. Весь город не спал, потому что многие ходили в убежище. И первая половина дня у нас такая же тревожная. Но, несмотря на все трудности, люди продолжают жить и пытаться сохранить хорошие воспоминания об этом лете. І всі вірять, що в нашій Україні все буде добре. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.